Привет! Меня зовут Лена. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП-трайфлы черемуха-клюква. Это всем известный черемуховый торт с начинкой из клюквы и творожным кремом. Его можно приготовить в формате торта, а можно как порционные десерты в стаканчиках. Этот вариант очень подходит для летних праздников на природе, когда не очень удобно нарезать торт. И как приятно, что этот десерт настолько легкий и полезный. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Черемуховая мука, мука из зеленой гречки, подсластитель, корица, мускатный орех, бананы, яйцо, кефир, йогурт, сода, клюква, кукурузный крахмал, агар-агар, творог, рикотта, сухое молоко, соль, вода и мед, а также черешня для украшения. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я с радостью на них отвечу. И большое спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Первым делом смешаем сухие ингредиенты. Я воспользуюсь блендером, так как у меня черемуховая мука идет вот с такими комочками. Зато она очень ароматная. Здесь 65 грамм черемуховой муки. Сюда же добавляем 65 грамм муки из зеленой гречки или любой цельнозерновой муки, 1 чайную ложку корицы, 1 чайную ложку мускатного ореха и 7 грамм подсластителя. Смешиваем до однородности. Теперь займемся жидкими ингредиентами. К 2 яйцам добавляем 105 грамм йогурта, 105 грамм кефира и 230 грамм бананов, измельченных в пюре. Сюда же кладем 5 грамм соды. Тщательно перемешиваем. Часть сладости в этих коржах нам дают бананы, поэтому в тесто можно вообще не класть подсластитель, а просто добавить больше меда или сиропа в пропитку. Вот такое тесто получилось. У него очень насыщенный черемуховый аромат. Распределяем тесто равномерно по противню. Коржи из него получаются мягкие, сочные и очень вкусные. Выпекаем при температуре 175 градусов Цельсия примерно 35 минут. Готовность обязательно проверяем с помощью зубочистки. Она должна выйти без налипших кусочков теста. Вот наш корж остыл. Я переверну его с помощью второго силиконового коврика. Делаю я это для того, чтобы проще было вырезать, так как верхняя корочка хуже прорезается. Снизу корж намного более мягкий. Вот так он выглядит. Собирать десерты я буду в стандартных стаканчиках. Они, как мне кажется, есть в любом кондитерском магазине. Но можно выбрать любую форму. В каждом стаканчике будет 2 коржа. Нижний легко вырезать по донышку, а для среднего нужно подыскать подходящего диаметра вырубку. Для этого отлично подойдет вот такой стакан. Вырезаем 6 кругов разного диаметра. Большие с помощью стакана, а маленькие ножом по диаметру донышка. Вот такие коржики получились, шириной они около сантиметра. Теперь приступаем к приготовлению начинки. Нам понадобится 360 грамм клюквы, измельчаем ее в пюре. Я предпочитаю избавиться от косточек и шкурок, поэтому я пропущу ягоду через сито. На выходе получается 250 грамм чистого клюквенного пюре. Добавляем к пюре 10 грамм крахмала с 2 граммами агар-агара и 15-25 грамм подсластителя в зависимости от кислости вашей ягоды. Тщательно перемешиваем и увариваем начинку до легкого загустения. Нужно прокипятить в течение 1-2 минут, не больше. Вот такое пюре получилось. Оно еще немного загустеет после остывания. Итак, пришел черед творожного крема. Творога понадобится 350 грамм. Измельчаем его с помощью блендера в гладкую пасту. Вот такая консистенция получается. Добавляем сюда 500 грамм рикотты. На самом деле в этом рецепте пропорция творога и рикотты может быть любая. Но имейте в виду, что чем больше творога, тем больше в креме белка, тем гуще крем и лучше он держит форму.
и при этом он тяжелее ощущается при откусывании. Чем больше рикотты, тем мягче крем, но он не будет держать форму и не подойдет, например, для торта. Добавляем подсластитель 20-30 грамм в зависимости от кислости вашего творога. Для приятного сливочного вкуса 32 грамма сухого обезжиренного молока и 1-2 грамма соли. Смешиваем все ингредиенты в однородную гладкую массу. Вот такой мягкий творожный крем должен получиться. Такая консистенция идеально подходит именно для десертов в стаканчиках, так как здесь нет необходимости хорошо держать форму. Большую часть крема я выкладываю в кондитерский мешок с насадкой для верхнего слоя, меньшую часть в мешок без насадки для нижнего слоя. Все готово к сборке десертов. На дно выкладываем круг маленького диаметра и пропитываем медовой пропиткой, буквально 1 чайную ложку. Выкладываем тонким слоем начинку и творожный крем. Теперь второй корж. Также пропитываем и повторяем процедуру. Слой начинки и слой творожного крема, но уже из мешка с насадкой. Делаем красивый рельеф. Вот такой аппетитный десерт получается. Аналогично я заполнила все стаканчики. Теперь просто украшу их черешней. Очаровательные получились трайфлы. По вкусу это яркое сочетание насыщенных черемуховых коржей, очень сочной клюквы с ощутимой кислинкой и нежного творожного крема. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!